Здорово, кукерсы! Видите мясо? А его здесь нет. Мы приготовим бургер из Beyond Meat. Покажем рецепт веганского майонеза и даже гуакамоле сделаем. Попробуем и поделимся впечатлениями. В конце выпуска мы сравним с натуральным мясом. По традиции, минутка истории и фактов. Кто ты, Beyond Meat? Компанию Beyond Meat основал американец Этан Браун в недалеком 2009 году. 10 лет назад Этан начал экспериментировать с растительным мясом. Как итог, весьма успешно. Мясо очень трудно отличить по виду и по вкусу. Компания была весьма привлекательна для финансирования, ведь от этого мяса не погибают коровы, озоновые шарцели и куча других эко-френдли ништяков. Инвестиции не заставили себя долго ждать. В компанию начали вкладывать даже знаменитости. Среди первых инвесторов были Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и экс-SEO Макдоналдс Дон Томпсон. А этот парень точно шарит в котлетах. Развития на рынке было достаточно. И в 2018-м компания подала заявку на IPO. И уже в 2019 году СМИ окрестили компанию феноменом. Ее акции за день подорожали вдвое. Наконец, 2К19 капитализация компании составляет 13,4 миллиарда долларов. Неплохо для мяса без мяса. Мы искали интересные рецепты веганских бургеров, но в итоге что-то сами сочинили. Что же, давайте попробуем. Держите список продуктов. На момент съемок майонез было уже поздно искать в магазинах. Держите рецепт домашнего. Для этого возьмем 160 мл оливкового маслица, соевое молоко, 1 лимон, соль, сахар и дижонская горчица. Выливаем в чашу блендера 180 мл соевого молока. Важно, чтобы молоко было комнатной температуры, иначе оно не взобьется. Добавляем 180 мл растительного масла. Взбиваем блендером на высокой скорости. Смело погружаем блендер на дно и не двигаем его по чаше. Он сам совсем разберется. Взбиваем, пока оба компонента не станут густой массой. Добавляем лимонный сок, примерно 1 столовую ложку. Следите, чтобы горькие косточки в смеси не загуляли. Добавляем по щедрой щепотке соли и сахара. Завершим рецепт дижонской горчицей. И минуту еще перемешаем. Масса дошла до кондиции. Теперь это майонез. На выходе мы получаем 250 грамм. Для гуакамоле подготовим соль по вкусу, коренной зуб чеснока, 1 большой помидор, 1 спелый авокадо, 1 лимон. Берем половинку помидора, другая уйдет на бургер. Нарезаем все наши овощные ингредиенты так, чтобы блендер без труда все перемолол. Спелость авокадо – главный успех гуакамоле. Сколько твердой не кроши в блендере, ничего не выйдет. Добавляем соль по вкусу. Добавим лимонный сок, чтобы авокадо не темнело. Включаем блендер на 1 минуту. Спустя минуту гуакамоле готов. Бургер без хлеба – это котлета с овощами. Булку мы сами испекли. Если хотите рецепт, маякните в комментарии. В булке возьмем 1 помидорку. И друг помидорки – сладкий перец. И причина слез моих – луковицу репчатого. Зеленый хрустящий айсберг и загадочный гость Beyond Burger. Нарезаем от оставшейся помидорки дольки. Нам вкусно нарезать их тонко. Да, некрасиво, но так вкуснее кусать бургер. Чистим сладкий перец. Нарезаем цельными кольцами. Позже они выполнят функцию опалубки для нашего гуакамоле. Берем луковицу репчатого лука. Лук мы нарежем кубиками. Его зальем кипятком, чтобы изгнать из него все зло. Оставляем его в кипятке на 3 минуты. Разрезаем булочку. Отлично, почти бургер. Кладем половинки на разогретую поверхность. Льем масло на разогретую сковороду. Кладем котлету из немяса. Жарим на каждой стороне по 3 минуты. Мы заметили, что она совсем не ужаривается, в отличие от котлеты из мяса. Котлета готова. Все так же отлично замаскирована под мясо. Итак, строим бургер. Мажем булочку ранее приготовленным майонезом. Приятно, когда наносишь ингредиенты, которые сам приготовил. Прямо по курсу айсберг, свежий, хрустящий. Рвем его на крупные куски. И выкладываем его на булку с майонезом. Салат подстелили, кладем красавицу котлету.
Выкладываем кольца перца так, чтобы образовался борт. Перец не даст ему вытечь за пределы. Накрываем соус тонкой помидоркой. И, конечно же, по желанию все это дело солим и перчим. Довершаем этап промоченным в кипятке луком. И вторую булочку тоже мажем майонезом, что не обязательно, но мы же его сами сделали, значит обязательно. Готово! Он очень похож на мясной и пахнет так же. Посмотрим на него в разрезе. Что же собой представляет это не мясо? Это не реклама, нам не заносили котлеты. Никакой. Мы все сами купили, мотивированные любопытством. Это же Тесла в мире котлет. Посмотрим на состав. Вот такую инфу мы нашли о составе у производителя. Нам понравилось, что котлета не из мяса, не ужарилась, в отличие от котлеты из мяса, которая после жарки в среднем теряет 30% от своей массы. Неожиданно для нас отличить готовый вид оказалось нелегко. Котлета не из мяса более красная, оттенка medium rare. Красный оттенок дает сок свеклы. Вкус очень ярко выраженный, простая котлета теряется на фоне. Подозреваем, что все из-за наличия в составе глутамат натрия. Это такая аминокислота, которая усиливает вкус на так называемом пятом рецепторе. Японцы ее называют умами. Аминокислота не вредная, но в разумных количествах, а вот когда ее много, это уже не очень. В заключение хотим отдать должное. Это лучшая имитация мяса, которую доводилось нам пробовать. Мы приветствуем подобные прогрессы, ведь много положительного в этом заключено, но эта тема уже для другого выпуска. Что ж, друзья, давайте меняться. Вы нам лайки, подписку и в комментариях напишите, о чем вы хотите, чтобы мы сняли, и мы постараемся это сделать. До новых встреч!